Весь мир следит за кризисом, который развивается в нашем регионе. И какие бы сценарии в результате не были бы реализованы, они в любом случае приводят к потрясениям экономических систем и будут оказывать влияние на финансовую стабильность Беларуси. Развитие инфляционных процессов, обесценивание рубля, недостаток валютных поступлений, внешних кредитных ресурсов, ухудшение деловой активности внутри страны, огромные выплаты по внешним долговым обязательствам, созданным режимом, и многие другие факторы будут влиять на наше благосостояние. Как в этой ситуации можно обезопасить свои сбережения и доходы? Первое. Забрать деньги из банка. Второе. Поменять рубли на валюту. Третье. Не хранить деньги в белорусских банках. Поэтому мы предлагаем вернуться к нашей компании, которую мы придумали вместе. 3 слова. Банкомат, обменник, банк. Или, как кратко мы ее называем, БОП. Длится эта кампания уже почти год. За это время наша простая формула вошла в привычку многих белорусов. Напомним, что означает каждое ее слагаемое. Первое. Банкомат. Постоянно снимаем деньги с карточек, максимально отказываемся от безналичных расчетов и переходим на наличные. Второе. Обменник. Активно покупаем и по возможности не сдаем валюту, храня в ней свои сбережения. Третье. Банк. Не держим денег в белорусских банках, закрываем и выводим оттуда все вклады и не открываем новых. В чем преимущество этой простой формулы экономического давления? Во-первых, это одна из самых эффективных, доступных и безопасных форм гражданского сопротивления диктатуре. А во-вторых, она реально позволяет сохранить и защитить от режима наши накопления. Особенно важно говорить об этом сейчас, когда режим Лукашенко готовит очередное преступление против белорусов, так называемый референдум, когда создает реальную угрозу войны и потери нашего суверенитета, а заодно готовит большое ограбление белорусов, чтобы лишить нас наших банковских вкладов. Мы говорили об этом ранее, а сегодня видим новые признаки готовности диктатора к этому преступлению. Возникает резонный вопрос: готовы ли мы платить диктатору, который готов отнять у белорусов все? Нашу свободу, безопасность, суверенитет и последние деньги? Уверен, для большинства из нас ответ очевиден. Тем не менее, мы считаем крайне важным открыто говорить о том, что происходит с белорусской экономикой и финансовым сектором. Ведь предупрежден – значит вооружен. Мы подготовили ряд видеороликов, в которых подробно расскажем о составляющих формулы банкомата, обменник, банка и о том, как использовать их с максимальной эффективностью, как для сопротивления режиму, так и для сохранения наших сбережений. И начнем мы с обменника. По итогам 2021 года, а Нацбанк как раз обнародовал статистику покупки и продажи валюты, мы видим следующее. В первом полугодии мы с вами оставались чистыми покупателями, то есть активно покупали валюту. Со второго полугодия ситуация немного изменилась. Мы стали чуть больше продавать доллары и евро, чем покупать. Но эта разница в абсолютных цифрах незначительна. Особенно в условиях, когда цены растут, доходы падают и многим из нас просто не хватает средств на жизнь. Во многом поэтому мы видим обратную динамику. Белорусы начинают тратить свои сбережения и сдавать валюту. Но любить режим от этого никто не стал. Скорее наоборот. Вынужденное расходование сбережений на поддержание хоть маломальских стандартов жизни едва ли кого-то радует. Сегодня же, как верно подметил один телеграм-канал, белорусы настолько не верят государству и банкам, что начинают вести себя как в лихие 90-е и стараются держать максимум средств в твердой наличной валюте. Сегодня, как и тогда, уверенности в завтрашнем дне больше нет ни у кого. Хваленая стабильность Лукашенко уже давно стала пустым звуком. И уж тем более сейчас, когда по нашим дорогам ездят не то что автозаки, а целые эшелоны военной техники. Глядя на все это, неудивительно, что по возможности мы всегда стараемся купить 10, 20, 50 долларов и отложить валюту на черный день. Да, сейчас мы продаем ее чуть больше, чем покупаем, но разница крайне незначительна, и в любой момент она может резко измениться. Нацбанк даже купил 1 миллиард 300 миллионов долларов США, понимая, как сильно экономика режима зависит от наших резких движений. Но на самом деле режим осознал риски еще раньше. 9 июля прошлого года вступил в силу закон номер 36
3. Согласно нему, Нацбанк и Совмин получили возможность в любой момент ввести валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности, в том числе стабильности в финансовой системе, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, вплоть до полного запрета на проведение валютных и валютно-обменных операций на срок до 1 года. Мы не можем знать точно, будет или не будет агрессия, но в случае агрессии деньги белорусов точно пойдут на военные расходы диктатора Лукашенко. В этой ситуации без необходимости лучше постараться не сдавать валюту и тратить на жизнь только рубли. На сегодня это объективно лучший способ сохранить сбережения, когда государству, диктатору и банкам категорически нельзя доверять. Особенно в условиях военной истерии, режима, присутствия на нашей территории иностранных войск и нависшей угрозы военного конфликта, в который жаждет втянуть нашу страну безумный диктатор. Я думаю, мы все согласимся, что за это платить мы не готовы. Вывод простой. Обменник – крайне важное слагаемое нашего экономического сопротивления. И всем сторонникам перемен лучше использовать его для покупки валюты, а не для продажи. Да, риск введения валютных ограничений существует. Режим понимает, что все его преступления, все его милитаристские замашки могут очень дорого обойтись, особенно с учетом ужесточения экономических санкций. Нам же нужно понять, что он хочет, чтобы эту цену заплатили мы. И потому мы должны лишить его такой возможности. Возможности существовать и творить преступления за наш счет. Белорусы против диктатуры, против войны. И мы не должны оплачивать милитаризацию Беларуси.